Как выбрать шуруповерт? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Если вы хотите купить шуруповерт, то я расскажу, как выбрать шуруповерты для разных целей. Хороший ручной инструмент всегда пригодится, чтобы собрать мебель или просверлить пару дырок для полки. Многофункциональный шуруповерт – незаменимый помощник в работе по дому. Лучшие шуруповерты помогут сделать множество работ по дому. Как выбрать шуруповерт и какой шуруповерт выбрать, вы узнаете из этого видео. Тип электропитания шуруповерта. С инструментом придется много перемещаться, поэтому заранее следует определиться, нужен ли вам аккумуляторный шуруповерт или проводной с питанием от сети. У каждого типа свои плюсы и минусы. Аккумулятор. Свобода перемещения и высокое удобство – вот за что любят аккумуляторные шуруповерты. Не нужно искать розетку поблизости, не нужно бояться зацепиться проводом за стремянку. Однако аккумуляторные шуруповерты ограничены по времени автономной работы. Не любят работать на холоде и требуют некоторого ухода, хотя бы своевременной зарядки батареи. Для комфортной работы стоит выбрать шуруповерт с аккумулятором емкостью 1,5–2 Ах. В этом случае заряда будет хватать на пару часов непрерывной работы под нагрузкой. Рабочее напряжение косвенно указывает на мощность. Чем оно выше, тем потенциально сильнее сможет вращаться шуруповерт при остаточном заряде. Советуем модели с аккумулятором до 14 вольт для мелких работ по дому, а модели с аккумулятором не ниже 18 вольт для строительства. Никель-кадмиевый аккумулятор. Устойчив к морозам и выдает большой ток, но обладает эффектом памяти, высоким саморазрядом при простое и требует особой утилизации из-за потенциального вреда окружающей среде. Подобные модели актуальны для работы в холодных северных условиях. Литий-ионный аккумулятор – более современный вариант. У них малый саморазряд, высокая удельная емкость и множество циклов заряда-разряда. Эффект памяти отсутствует. Аккумулятор литий-ионный можно ставить на зарядку в любой момент, не опасаясь потерять емкость. При этом на холоде они садятся быстрее, но зато не несут вреда для экологии, поэтому станут подходящим выбором для большинства. Дополнительный аккумулятор позволит быстро поставить запасную батарею и продолжить работу, если основная батарея разрядится. Кроме того, съемный аккумулятор удобно заряжается в отдельной док-станции. Советуем обратить внимание на модели, у которых в комплекте сразу два аккумулятора. Сеть. Традиционные шуруповерты с питанием от бытовой сети 220 вольт хороши тем, что вам не нужно переживать за уровень заряда или мощность. В то же время для работы вам понадобится розетка поблизости или подходящий удлинитель, чтобы не испытывать неудобств. А лишние провода, как известно, имеют свойство путаться под ногами. Крутящий момент шуруповерта. Максимальный крутящий момент указывает на то, с какой нагрузкой справится шуруповерт в предельном режиме. Модели с крутящим моментом до 20 Нм подойдут для простых работ по дому с короткими шурупами. Шуруповерты с крутящим моментом от 20 до 40 Нм универсально подходят и для длинных шурупов, и для работы с плотными материалами. Для серьезных работ по строительству и ремонту стоит выбрать мощный шуруповерт с крутящим моментом свыше 40 Нм. Режимы работы шуруповерта. Задумайтесь, какие сценарии работы вам пригодятся. Простое заворачивание шурупов или время от времени добавится сверление. Шуруповерты со сверлением позволяют делать отверстия в дереве и металле, используя подходящие сверла. Для твердых бетонных стен подойдут шуруповерты с функцией сверления с ударом, которая по принципу работы похожа на ударную дрель. Дополнительные импульсы помогают инструменту справиться с повышенной нагрузкой. Количество скоростей шуруповерта. Шуруповерты с одной скоростью обладают фиксированным передаточным числом редуктора. При этом отдельные модели умеют задавать скорость вращения путем электронной регулировки. Модели с 2–3 скоростями позволяют регулировать вращение редуктора. Низкая скорость удобна для аккуратной работы в режиме шуруповерта. А переключение на высокую скорость понадобится для эффективного сверления отверстий в режиме дрели. Тип патрона шуруповерта. Быстрозажимной патрон. Такие шуруповерты позволяют зафиксировать биту или сверло затяжкой механизма вручную. Трехкулачковый патрон совместим с большинством насадок и регулируется по диаметру. Отдельные модели поддерживают максимальный диаметр патрона до 13 мм.
что пригодится для установки крупного сверла. Шестигранный патрон – удел наиболее мощных дрелей шуруповертов и винтовертов. Он выдерживает повышенные нагрузки и совместим со стандартными шестигранными битами и насадками. Подсветка шуруповерта. Встроенная лампа точечной подсветки поможет работать в темном углу, где нет розеток и недостаточно естественного освещения. Ведь с аккумуляторным шуруповертом не проблема добраться в такие места. Итоги. Выбирайте шуруповерт, исходя из объемов работы и частоты использования. Для постоянной эксплуатации аккумуляторный вариант более удобен, для нерегулярной подойдет и сетевой. Чем выше скорость вращения, тем ниже крутящий момент. Большая скорость нужна для сверления и заворачивания тонких саморезов и болтов. Высокий крутящий момент позволит работать с крупным крепежом. Выбирайте мощность соразмерно объему работ. Очень производительный шуруповерт в домашних работах вам ни к чему. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Александр Сергеев. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.